15 мая 1891 года в Нидерландах Жераром Филипсом была основана одноименная компания, начавшая с выпуска электрических лампочек, а с конца 20-х годов уже и бытовой техники. В 50-х начала производство грампластинок, катушек, позднее компакт-кассет. Philips Cassette Loading Battery Recorder. It's easy because tape comes in compact cassettes that you clip in for instant use. It's easy because... А сейчас производит медицинское оборудование. В 60-е годы был расцвет катушечных магнитофонов, и компания производила их большими количествами. В Советском Союзе их, понятное дело, в свободной продаже не было, а те, что появлялись, привозились в первую очередь чиновниками, артистами и спортсменами, выезжавшими за рубеж. Данная модель магнитофона выпускалась в 1967-1971 годах. Для того периода он выглядел современно. На смену чемоданообразному корпусу пришел уже строгий прямоугольный футляр с лакированным деревянным корпусом и обилием пластика. Спереди расположены ручки регулировки громкости, тембра, уровня записи. Магнитофон транзисторный, и при сравнительно малом размере корпуса и весе в 7 кг он вмещает 18 катушки. Из необычного для нашей страны в тот период времени это имеющаяся в нем автоматическая регулировка уровня записи. Среди отечественных катушечных магнитофонов она была, насколько я помню, только в магнитофоне Аврора Стерео, но чаще всего встречалась в кассетных магнитофонах, особенно выпуска начала 90-х. Также имеется возможность микширования при записи с разных источников, например, при одновременной записи с микрофона и проигрывателя. Сзади магнитофона имеется отверстие для подключения педали, которое используется вместо клавиши пауза. Мощность звука 1,8 Вт. Диапазон воспроизводимых частот на 9-й скорости 60-15 тысяч Гц. На 4-й 68 тысяч Гц. Параметры вроде довольно неплохие, но звук через встроенный динамик мне не понравился. Какой-то он сухой, ни низов, ни вершков. Но тут, как говорится, на вкус и цвет все помидоры разные. Тебе вершки, а мне корешки. Лентопротяжный механизм однодвигательный. Большинство узлов приводится в движение довольно тонкими пасеками. Резина, примененная в магнитофоне, низкого качества и разлагается со временем, превращаясь в липкую массу, которую довольно сложно оттереть. При кажущейся внешней простоте в ремонте он неудобен, особенно при ремонте электронной схемы. Чтобы подобраться к радиодеталям, нужно иметь руки пианиста. Кстати, если кому-то понадобится, вот она. За прошедшие полвека судьба побросала этот экземпляр по разным странам. Выпущен он был в Нидерландах, а приобретен на северо-востоке Алжира, в городе Скикда, 15 октября 1968 года, и оттуда спустя время уже попал в Россию, где продолжает периодически использоваться по прямому назначению. Mi nostalgia, déjame un momento.
esa nube gris lejana, esa nube gris azulada. Quiero ver mi país natal y sentir su nobleza. Quiero ver a lo lejos aún, quiero tenerte cerca y no estás, pero quiero llegar un día. Muy lejos de mí, muy lejos de aquí, siento la lluvia caer. Muy lejos de mí, muy lejos de aquí, crecen las flores. En mi jardín, con profundidad, guardo yo el calor de mi lejana niñez, aún estando mi memoria cubierta toda de nieve. Lléname mi tormenta sin matar con tu lluvia. Lléname mi tormenta. Estoy mirando hacia el cielo como en espera de una respuesta. Ruego a ti, mi nostalgia, déjame un momento. Vuela ya a mi casa, como esa nube gris lejana, esa nube gris azulada.